Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Вязали когда-нибудь мотив или бабушкин квадрат не с серединки, а наоборот, с краев? Если нет, тогда сейчас попробуем. Для работы нам понадобится шнур. У меня это шнур 2 миллиметра, шнур карамель. Это остатки шнурочка. Заказать такой шнурочек можно по моему промокоду со скидкой 10%. Все найдете в описании под данным роликом. И вязать буду крючком номер 3. Итак, приступаем. Так, начинаем вязание из цепочки воздушных петелек. Делаем узелок и набираем 80 воздушных петель. Итак, набрали 80 воздушных петелек и замыкаем данную цепочку в круг. Смотрите, чтобы она у вас не перекрутилась. В первую нашу петельку делаем соединительную и набираем 1, 2, 3 воздушные петли. Дальше в каждую петельку вяжем еще 7 столбиков с одним накидом. Этот у нас из 3 воздушных петель будет 8-м. Три, 4, 5, 6, 7. Просчитайте, чтобы вместе с цепочкой из воздушных петелек было 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее набираем 9 воздушных петелек. Девять. И в следующую цепочку провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Далее делаем 2 накида и в следующую цепочку. Но провязываем, смотрите, 1, 2. То есть на крючке оставляем 2 петельки. Далее тоже делаем 2 накида и провязываем 1, 2, 3 в третью петельку. 1, 2. И когда у нас остается на крючке 3 петельки, их провязываем вместе. И снова 4 столбика с одним накидом. Три, 4. Снова 9 воздушных петелек. 9. И далее чередуем. Далее у нас снова будет полосочка из 8 столбиков с одним накидом. А следующая за ней вот такая вот, где 4 столбика с одним накидом, 2 столбика по 2 накида с одной вершиной и 4 столбика с одним накидом. Итак, в следующую петельку провязываем 8 столбиков с одним накидом. 8, снова 9 воздушных петель, 9 накид. И чередуем. Опять мы провязываем 4 столбика с одним накидом.
Провязываем далее, делаем столбик с 2 накидами, провязываем его не полностью, еще один столбик с 2 накидами, 1, 2, 3, третью петлю, и опять же вот так вот довязали, 3 петельки провязываем вместе, и снова 4 столбика с 1 накидом, 1, 2, 3, 4. Вот, до конца вяжем наш этот круг, чередуя, как я вам уже показывала. Чередуя вот такой кластер, полностью заполненный, и по 4 столбика с 1 накидом, и между ними вот эта арочка. И между ними вот эти вот такие арочки из воздушных петель по 9 столбиков. Вяжем до конца этот первый ряд. Итак, смотрите, что у меня получается. Провязала последний кластер, то есть они чередуются по 4 раза, да, и далее провязываем 9 воздушных петелек и закрываем ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Смотрите, как закрываем ряд. Находим наши первые 3 воздушные петли, и в третью делаем соединительную петельку и еще одну соединительную для закрытия ряда. Обрезаем хвостики, с обратной стороны прячем нить и переходим к другому цвету. Так, я беру дальше светлую нить, то есть нить другого цвета. Вы можете использовать любые цвета. И захожу, вот смотрите, было первые 3 воздушные петельки, я захожу в следующий столбик. Вытягиваю ниточку и провязываю 3 воздушные петли. И далее мы вяжем столбики с 1 накидом. 1, 2, 3, 4, 5. То есть вместе с 3 воздушными петлями получается 6. Просчитайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее снова мы провязываем 9 воздушных петелек. И смотрите, как мы вяжем. Мы провязываем 1, 2, 3 столбика с 1 накидом. Делаем 2 накида, провязываем в следующую петельку. Провязываем опять же не полностью, 2 петли оставляем, делаем 2 накида, следующую петельку пропускаем, и которая за ней мы провязываем снова 2 раза, остается 3 петли на крючке, и их провязываем вместе. И плюс 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И снова, смотрите, здесь мы провязываем 6 столбиков с 1 накидом. То есть начинаем вязание не с первой петельки, а со второй. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее снова между ними по 9 воздушных петелек. Итак, вяжите до конца самостоятельно второй ряд. Итак, довязываем до конца второй ряд. Опять же, не забываем провязывать воздушные петельки в конце ряда. И закрываем этот второй ряд. Опять же, там, где у нас 3 воздушные петли, в третью петельку соединительной петлей, еще одна соединительная, и обрезаем нашу ниточку, переходим на новый цвет. Так, переходим на третий ряд. Опять же, начинаем после 3 воздушных петелек, у нас идет столбик. В предыдущем ряду мы здесь провязываем снова 3 воздушные петельки, и уже в предыдущем ряду было 6 столбиков с 1 накидом, сейчас у нас их будет 4.
Вот таким вот образом провязали 9 воздушных петель. Накид, переходим сюда. Здесь вяжем с самого начала, только вяжем уже 2 столбика с одним накидом. Раз, два, столбик с двумя накидами. Оставляя 2 петли на крючке, снова столбик с двумя накидами, пропуская следующую петельку через одну, и 3 петли вместе закрываем. И здесь еще провязываем 2 столбика с одним накидом. 9 воздушных петель. И здесь опять же мы провязываем не 6 столбиков с накидом, а 4, начиная со второй петельки. Снова 4, 5, 6, 7, 8, 9. И там, где у нас арочка из 2 воздушных петель, начинаем в самом начале. Провязываем 2 столбика с одним накидом, столбик с двумя накидами, незавершенный, снова 2 накида, одну петельку пропускаем и в следующую мы провязываем. Когда 3 петли на крючке, завершаем вместе и до конца 2 столбика с одним накидом. Итак, вяжем до конца, это 3-й ряд. Я покажу, как переходить на 4-й. Итак, завершаем это 3-й ряд в 3-ю петельку. Делаем соединительную и еще одну, обрезая нашу нить. И переходим снова к шнурочку светлого цвета. Будем вязать 4-й ряд. Хвостики прячем. Итак, в 4-м ряду вводим крючок в соседнюю вот эту петельку, следующую за 3 воздушными. И мы провязываем уже 2 столбика с одним накидом. То есть первый у нас будет это 3 наши воздушные петельки и следующий. Все, здесь 2 столбика. Снова между ними 9 воздушных петель. 6, 7, 8, 9. И далее у нас мы провязываем 1 столбик с одним накидом. Далее арочка из 2 воздушных, из 2 столбиков с двумя накидами, провязанных не до конца. Так, первый и второй, пропуская одну петельку. Вот так вот. И снова 1 столбик с одним накидом. Далее снова у нас будет 9 воздушных петель, 2 столбика с одним накидом. И таким образом вяжем самостоятельно до конца 4-й ряд. Так, заканчиваем вязать 4-й ряд. Провязываем последнюю соединительную петельку и обрезаем хвостики, прячем все наши хвостики. Переходим теперь снова к темному цвету, и этот ряд у нас будет последним. Так, вяжем последний 5-й ряд. Смотрите, здесь крючок продеваем в 3-ю воздушную петельку. Здесь мы снова будем провязывать 2 столбика с одним накидом. То есть первый столбик это у нас 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Снова между ними 9 воздушных петель. И далее, смотрите, мы делаем 2 накида и сразу в начале провязываем 2 раза, да, 2 петельки на крючке и снова столбик с 2 накидами, одну петлю пропускаем. То есть 2 столбика с 2 накидами с одной вершиной получается. Вот таким вот образом. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И
просто 2 столбика с одним накидом. Таким образом чередуем, как я вам показала, и довязываем 5-й ряд и покажу, что делать далее. Так, закрываем наш 5-й ряд, последний наш ряд. Соединительная петелька и хвостик обрезаем. Итак, смотрите, получается у нас вот такая вот деталька. Сейчас из нее мы будем формировать наш мотив. Я возьму крючок немножко побольше для удобства вытягивания петелек. Смотрите, вот с этой стороны заводим крючок. И вот таким вот образом захватываем следующую петельку. Потом другую. И вот так, пока не протянем все петельки. Вот таким вот образом. Снова, смотрите, вот так завели крючок, разворачиваем и протягиваем в него следующую петельку. И вот так вот по очереди, пока не протянем все петли. Вытягиваем вот эти коричневые. То же самое проделываем со всеми этими арочками. Смотрите, что у нас получилось. А теперь берем иголочку, продеваем туда шнур коричневого цвета. И вот эти все наши арочки, которые у нас остались, вот таким вот образом собираем на иголочку. Так, продели ниточку, потом все вот эти хвостики перекладываем на изнанку и там их стягиваем. Вот таким образом все стянули, и с изнаночной стороны завязываем просто узелок. И покажу уже, что получилось. Итак, у меня получился вот такой вот мотив. Смотрите, вот этот цветочек такой как бы 3D эффект создает. Вот такая красота. В следующем видеоуроке покажу, как между собой соединять такие мотивы тамбурным красивым швом, ровненьким. Поэтому, если вам полезен был мой видеоурок по вязанию вот такого вот, смотрите, как он смотрится, вот такого вот 3D мотива, вы можете сочетать ваши любимые цвета, вязать такие мотивы и превращать это, например, в плед, в наволочку для подушки, в сумочку, во что угодно. Поэтому, если был полезен мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!